Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. И сейчас я вам покажу свои покупочки и одежды, и парфюмов. Те, кому интересно про ароматы, сразу переходите по тайм-кодам. Я вам покажу свои обновочки из Uniqlo. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Я туда выкладываю очень часто какие-то новости, какие-то парфюмы, которые у меня появились, про котиков. Кто не знает, мы подобрали котиков с улицы, и многие следят за их судьбой. Точно так же я рассказываю про жизнь в Испании, про какие-то свои обновки одежды, в общем, какие-то новости и так далее. Обязательно подписывайтесь. И я туда выкладываю еще все видео, которые выходят на YouTube. Если у вас есть проблемы с YouTube, то все видео дублируются там. И мой промокод в рандеву 10 Victory, который дает скидку на все 10%. Единственное исключение, которое мне недавно подписчица написала, что у нее не проходила скидка на бренд Марк Антон Баруа. Но я уточню, может, это какой-то был глюк, может, это на постоянной основе. Но вот я вас предупреждаю, на все остальное скидка проходит, в том числе и на косметику, на отливанты, которые, я не побоюсь этого слова, мне кажется, лучшие, вот, которые я вообще видела в жизни, не выпариваются, эстетично выглядят, как travel-версии. Рубашка, это, знаете, это размер S. Я вообще хотела М-ку, наверное, в М-ке я бы вообще утонула. Uniqlo, в принципе, да, в основном большемерит, хотела сказать. Мне очень нравится, тут лиоцел и хлопок, она очень такая тонкая, прозрачная, продуваемая. Мне кажется, на лето просто идеально. И вот это вот... Я когда их вытащила из пакета, у Uniqlo все в пакетах приходит, по расцветке и по ткани, посмотрите, это хлопок и лен. Мне вообще это напомнило семейные трусы. Вот, ну, вот так не очень выглядит, как семейные трусы. Это юбка-шорты. Видим. Вот так вот. Здесь карман, он один-единственный. Мне очень нравится, как я вам уже рассказывала, я сейчас частенько езжу на велосипеде. Юбки носить довольно затруднительно, а вот такой вариант очень удобно. Эту уже майку вы видели у меня. Это, кстати, из Lefties. Кто знает, тот знает. Там можно брать какие-то майки, футболки. Ну, в основном там все такое практически одноразовое. И мои кеды. Это Casvis. Очень удобные кеды. И, друзья мои, сейчас я вам покажу джинсы, которые я купила на распродаже всего за 9 евро. Стоили они, по-моему, в районе 40. Кстати, вот это стоило около 20, по-моему, евро. Тоже там была скидка. И вот эта юбка тоже около 20. И еще мне пришел сарафан. Тоже с огромной скидкой. Он 9 евро всего стоил. И он не оказался большой. И он размера был S. Кстати, вот это тоже S. Ну, нормально. Нормально, я люблю свободный. В принципе, если бы я заказала XS, она бы сидела немножечко вот так вот повыше, поменьше. Ну, короче, тоже было бы нормально. Сейчас я вам покажу джинсы. Сразу, пока не забыла, это размер 23, и по росту это 31. У Uniqlo, не знаю, все или нет джинсы, но вот эти по росту можно выбрать. Они на мне сидят, ну, вот в этом месте, да, вот они вообще прямые. Давайте посмотрим прямые джинсы. Вот здесь вот, так сказать, они на мне сидят в обтяжку. Я обычно люблю, чтобы все было свободно. То есть я бы, наверное, если бы мерила, взяла бы в очередной раз какой-нибудь такой оверсайз, который бы держался на ремне. Но я не жалею, что так получилось. Хоть одни, наверное, такие джинсы должны быть. И они растягиваются, так как это 100% хлопок. Да, вы, наверное, знаете, что обычно такие джинсы надеваешь в обтяжку, а походишь в них целый день, и они уже начинают сваливаться. Вот эти сваливаться не будут, они просто будут так абсолютно нормально, комфортно сидеть. Вот. Но, да, я вам говорю, если вы любите посвободнее, то берите больше на размер. У меня, кстати, вес, вот сейчас, я сегодня измерилась, 54, и рост у меня 168. Поэтому
31 на мне вот по росту сидит вот так вот. Фокусируйся, пожалуйста, вот так вот. С кроссовками, мне кажется, идеально, потому что они светлые, если бы они по полу волочились, были бы всегда грязные. То есть я бы, наверное, не взяла длиннее, вот именно из-за того, что они светлые. Но вы там сами, в общем, рассчитываете. По поводу размера я вам сказала. Берите... Вот Uniqlo неправильно рассчитывает размеры джинсов, поэтому не слушайте его, читайте отзывы, ищите свой размер. Мне он советовал вообще взять 21. В 21 я 100% не влезла бы. Если бы я взяла 24, лично я была бы, наверное, больше довольна, потому что я так привыкла. А так все-таки для меня это необычно. Необычно. Но в целом я даже не хочу их отправлять, потому что, думаю, пусть будет такой вот вариант. Так, и мой любимый твидовый топ. Я обожаю твид. Просто я не могу остановиться, если вижу что-то твидовое. Это Сьюкс. Суалюр называется бренд. И он еще есть. Он на распродаже. Есть еще такие топы, есть еще такие, кстати, юбки и шорты, но других цветов. Как эта рубашка, она прекрасно смотрится. Хотела сказать прикольно, но что-то из меня такое вылезло. Прекрасно. Смотрится вот с этим вот топом. Мне очень нравится, как они вместе выглядят. И с этими джинсами. Если вы живете где-то, где не так жарко, как в Испании, то, мне кажется, на лето эти джинсы вполне себе хорошо пойдут. В Питере я бы вот могла ходить в таких джинсах летом. По поводу, кстати, обуви. Если кто-то думает, Вика, что ты совсем обиспанилась, уже ходишь в обуви дома, я их помыла. Это специально для видео. Я не хожу в обуви дома. Вот мне кажется, я не вижу, честно, вот когда говорят про эту культурную разницу, про вот это, что испанцы, они могут по 3 часа сидеть с одной кружкой кофе в кафе тупить, что вот они медленные и так далее. Вот мне кажется, вот это вот все, я вполне могу делать, принять, так жить. Этот образ жизни меня вот никак не напрягает. Но единственное, что я не могу, вот правда, ходить в обуви дома. Я просто физически не могу. Я захожу домой, я переодеваю одежду. Это для меня очень важно. Даже не с точки зрения одежду замарать, а с точки зрения, что, она с улицы, там пыль на меня летела от дороги, люди какие-то, если в транспорте еще, да, люди, я имею в виду, какие-то посторонние ко мне могли прижиматься в толпе. В общем, все что угодно могло быть. Поэтому мне хочется снять эту одежду и надеть домашнюю. И с обувью, конечно же, то же самое. Я, честно, я не представляю, как ходить. Я не знаю. Для меня это даже не вопрос вот про культуру, для меня это вопрос про мое стремление к чистоте. Не могу. Напишите в комментариях, как вы вообще вот что бы для вас было точкой, которую, если вот вы где-то живете, да, не там, где родились, что для вас было точкой, вот какой-то вот такой пунктик, который вот вы, вот вы не можете. То есть, вот все, что угодно, что-то даже с удовольствием, как вот этот образ жизни, да, такой неторопливый. Но, ходить вот в обуви, например, дома для меня, я не знаю. Перейдем к распаковке. Вы знаете, что это? Вы же знаете, да, что это? Это Альдебаран. Я месяц всем про него рассказывала регулярно, в каждых видео его вспоминала. Я просто не могла его отпустить, понимаете? Он настолько мне запал, заинтересовал. Он для меня прям был загадкой. Вообще я любитель тубероз. Я полюбила туберозу Жеробом Госа, и вот с нее прям началась моя любовь. Я поняла, что туберозы могут быть разные, могут быть совершенно неожиданные. И вот с этих пор я прям ищу какие-то необычные. Но здесь все-таки я настаиваю, для меня тубероза – это старт аромата. Зеленая, яркая, хищная тубероза. Давайте будем его открывать, да, параллельно. Но это не все. То есть он так стартует немножечко, конечно же, там есть той самой мази. Вот лично для меня я ее чувствую. Если вы были в Таиланде, заходили там в какой-то массажный салон, то наверняка вы тоже этот аромат узнаете. Так, мне надо взять какой-то... Подождите, мне надо взять какой-то... нет. Да. В общем, что-то не открывается.
Если вы были в Таиланде, вы узнаете сразу же вот этот аромат этой мази. И я поняла, что его дает сочетание паприки, вот этой хищной зеленой туберозы и мате. Вот его такая горчинка, она вот это вот все вместе создает этот эффект мази. И, возможно, что-то из этого, да, еще дает такую немножечко камфорность, ментоловость в этом аромате. Но, когда он открывается, очень громко звучит нота бобов тонка. Она прям такая обволакивающая. Вот она как раз-таки сливочная, мягкая, нежная. Просто вот падаешь вот в это все. Ну и какое-то из этих сочетаний кому-то кажется овощным отделом, а мне лично вот там кажется банан. Но овощной отдел тоже есть больше на фоне, там где-то совсем чуть-чуть. Но для меня это прям такой банан, созревший, вот такой уже, знаете, коричневый, очень-очень спелый. Нет, он еще не совсем испорченный, но он прям вот, если его попробовать, на вкус он приторный уже. У меня муж такие бананы любит, и я знаю их аромат. Я люблю больше зеленые бананы, если честно, да. Прям, может быть, это, знаете, кстати, ведь формируется все из детства. И я помню первые бананы в жизни, которые я попробовала. Нам их привез друг отца, он был моряком. Это было в советское еще время, как я до сих пор это помню. Бананы не валялись, да, где попало, их надо было добывать. Надо было разрезать. Ладно. В общем, и он привез бананы, и они были зеленые с какой-то своей поездки. И они у нас дозревали, но все равно мы их попробовали первый раз зелеными. Угу. Вот, поэтому я люблю зеленые бананы. А еще откуда-то доставали, если вы помните, такие прессованные, сушеные, сладкие, такие приторные бананы. Я не знаю, откуда у нас их было очень много. И вот их аромат, наверное, вот мне напоминает немножечко. Так, здесь все выглядит вот так вот. Я взяла 20-очку, как всегда. Первый мой аромат от этого бренда. Так, значит, тут нас отсылают на французский язык и на английский. Меня бы лучше послать на испанский. Но на испанский меня не посылают. Окей, значит. Ой, давайте, наверное, надо нам брызнуть, да? Хотя я хочу вам еще рассказать сегодня про другие ароматы. Господи, что же я выламываю это все. Флакончик, кстати, очень красивый. Мне нравится такая у него лаконичная форма. Я его сниму, наверное, еще отдельно. Очень мне это нравится. Давай, открывайся. Он даже отсюда чуть-чуть пахнет. Так. Если я сейчас брызнусь, то мне в нем придется идти. Давайте я все-таки брызну вот на вот эту вот. Потому что я потом ничего вам из аромабокса, и еще вот у меня тут один пробник, который я уже успела разносить, не смогу рассказать. Давайте. А почему-то вот сейчас я прям сразу чувствую бобы тонка. Знаете, такое бывает с ароматами, когда ты их уже долго поносишь, и как будто мозг уже знает все, и этот путь вот от старта до базы, он проходит намного быстрее. То есть он как-то сразу улавливает базу. Нет, вот я чувствую эту тигриную мазь, но для меня это прям такой релакс. Я обожаю Таиланд. Я его обожала, когда жила в Питере. Для меня это просто другой мир. Жить бы я там не хотела, эмигрировать бы туда не хотела, но мне очень интересна и культура эта, и природа, и их традиции. И, конечно же, для меня этот аромат просто телепорт. Телепорт в Таиланд. И мне очень нравится. И я знаю, что даже любители тубероз не очень... даже это, да, их не заставляет полюбить Альдебаран из-за вот этого необычного, нестандартного его старта. Я это хорошо знаю, поэтому я вам так скажу. Без теста вот ни в коем случае не берите. Ни в коем случае. Потому что аромат очень противоречивый. Для меня он абсолютно носибельный. Но я слышала, что есть блогеры, которые говорят, это аромат, вот поставить его в коллекцию, и вот носить его вряд ли ты будешь. Я буду. Может, потому что здесь у нас
жарко, да, я его тестировала уже, когда было тепло, и он открывается. Может, еще плюс этот климат, влажность, воздух. Я не знаю. Ну, то есть для меня это вполне носибельный аромат. Я могу хоть каждый день им пользоваться. И он на мне вот в тепло не то чтобы прям как-то вот выносит мозг. Он довольно мягкий. Он громкий, он шлейфовый, но довольно-таки мягкий и нежный. Не знаю, рискнула бы я его надеть, если бы мне надо было куда-то в какое-то более официальное место, на учебу, да, на работу или даже куда-то по делам, не знаю, тут в мэрию в нашу сходить. Ну, я не знаю, надела бы я его. Не знаю, не могу сказать. Но вот в любые другие места абсолютно свободно, спокойно. Так что вполне могу. Я тут повредила коробочку. Они вот мне нафиг эти коробочки не нужны, да, я думаю, как и многим людям. Ну, неприятненько. Ладно, окей. Давайте поговорим про Aromabox, друзья мои. Я так хотела Aromabox, потому что, естественно, там есть вот этот вот футляр. Футляр, как мне написала одна подписчица, тяжелый, и мы еще посмеялись, что это как самооборону можно использовать, да. Сначала вот так вот прыснуть. У меня здесь что? У меня здесь, кстати, Мема Инли. В общем, можно Мема брызнуть в лицо, и потом, значит, еще да сама оборониться вот этим вот флаконом. Он, правда, очень тяжелый, такой внушительный. Мне нравится, и мне вот сейчас кажется, что это как-то так сделано, что вот это вот покрытие, оно не будет никуда слезать. У меня просто есть такой же от Kilian, но черное покрытие. И я его в сумке носила, и прям черное вот это вот слезло. Неприятненько. С одной стороны, они же сделали, чтобы его в сумке носили. Футляр, никакого мешочка не было, и поэтому не должно быть так, да, особенно Kilian. Ну, в общем, здесь еще, смотрите, такой, видите, цветочек рандеву. Мне так понравился этот аромат Инли. Я чувствую здесь османтус и чай, вот прям со старта. Очень свежо, очень свежо. Потом аромат смягчается, появляется такая молочная нота, но чай остается, и ощущение, что это чай с молоком, с ощутимым османтусом. Османтус тут, кстати, да, есть оттенок абрикоса, ну, который вот бывает в османтусе, или персика, он есть. Но он здесь не такой громкий, например, как в девочке от Kilian, Шеба, не такой громкий. Он здесь не затмевает сам цветок, то есть все равно ощущается, что это цветок. И потом он становится слаще, совершенно неожиданно. Это все-таки брызнул. Я не ожидала, что он вдруг начнет звучать ближе к базе, где-то часа через 2, прям довольно сладко, потому что старт у него такой немножечко даже терпкий и с зеленцой. Да, и на старте вот не чувствуется эта такая молочная сладость, которая есть в базе. Даже чем-то, прям минимально, напомнила вот какой-то оттенок синтры, вот этой такой молочной сладостью. Я специально не смотрела пирамиду, да, чтобы вам рассказать вот только ощущения. Я не помню, что тут в базе есть, даже не помню, есть ли тут какой-нибудь нота сливок, молока или чего-то такого, но оно ощущается, как будто бы даже вот это вот молоко потом становится сгущенкой. Мне прям очень нравится. Я обожаю османтус. Я обожаю чай в ароматах. Персиковые оттенки обожаю. Османтуса или просто персик. Молочность. Тут просто все собрано. И я могу такое носить летом. Не знаю, как вы, но на моей холодной коже всегда должна быть капелька какой-то сладости. Это важно. И даже несмотря на то, что он прям заслащивается, мне очень в нем хорошо. И он вчера держался так, еще если учесть, что у меня этот аромабокс оказался только позавчера, то есть еще ароматы с дороги не отдохнули, он довольно-таки хорошо шлейфил и долго держался. Так, еще один аромат. Вообще я собрала
аромабокс для себя летний. Я знала, что он придет ко мне летом, поэтому хотелось именно летние ароматы. Moonlight in Heaven от Kilian. У меня был сначала сэмпл этого аромата, и сэмпл мне на самом деле не очень зашел, но с той точки зрения, что аромат не дешевый, а мне он показался каким-то довольно простым таким фруктовым ароматиком. Тут есть манго, но, допустим, это не такое натурально звучащее манго, как в Ананде манго-нектар. Господи, я могу ошибаться, да, напишу тут название на всякий случай. Все время забываю, как оно звучит. Тот анандовский манго от Микалев. Не такой, как в Keep Glazed, какой-то такой, оттеночек такой есть манго. Да, есть в аромате что-то такое очень-очень свежее, древесное. Я не помню, есть ли тут кедр, но мне такое вообще обычно выдает кедр. Есть такая кислинка в аромате, приятная такая есть в аромате мягкость, нежность в сочетании вот с этой вот фруктовостью, которая очень быстро становится довольно абстрактной, но свежей. В общем, и он мне понравился даже больше. Возможно, я сейчас его пробую еще не в такую жару, как вот тот я сэмпл сносила. Там я вообще ничего не понимала. Он был для меня какой-то вот билибердой. Пробовала его там в плюс 40, наверное, да. И он слетал, он был какой-то непонятный. Официально у нас еще не лето, официально у нас еще вообще весна. 20 июня лето будет. Мне нравится. Мне нравится. Единственное, я все равно с собой согласна по поводу того, что я не могу такую цену отдать за такой, приятный, фруктовый аромат. Да, интересный, да, не сказать, что он какой-то очень обычный. Наверное, вот есть какая-то группа ароматов, которые для меня... Короче, я не готова за них много отдать. Вот так вот в форме от Леванта поносить какое-то время, да, классно. Сезон, допустим, летний, на лето идеально. В целом, в общем, вот вы поняли мое мнение, я думаю. Ex Nihilo Honore Delight. Это аромат как раз про цитрусы. Вот я вам сейчас говорила, что с цитрусами у меня не складывается, но тут мне прям очень понравилось, потому что цитрусы здесь сладкие. Здесь, когда все стартует, у меня вообще ощущение, что это какие-то цитрусовый десерт, цитрусовые конфетки. Какая-то есть в аромате такая сочность, мягкость, нежность, которая цитрусы только ее подчеркивают. Даже, я бы сказала, они ее усиливают. Они не дают стать этому не дают стать этому приторным. Мне нравится. Опять же, да, у меня почему-то такое отношение к ароматам и к цитрусовым, что, в общем, не может оно стоить прям так сильно дорого. Но вот как человеку, который не очень, да, любит цитрусы, но мне хочется, чтобы у меня было что-то такое, потому что иногда это необходимо. Вот как летом, да, и вот это необычное сочетание довольно ярких цитрусов, сладости, мягкости, вот это мне нравится. Вот это вот, возможно, для меня уникально, и, возможно, если бы я сносила целый вот этот от Левант, да, и я бы захотела, чтобы этот аромат у меня был постоянным, не только на лето, возможно, я бы даже потом когда-нибудь и купила флакон. Вообще в Ex Nihilo мне редко что-то нравится. My Sweetest Morphine нравится, и вот сейчас вот этот аромат. Да, вот он довольно становится потом абстрактный, то есть тут не чувствуется прям там лимон какой-нибудь, бергамот. Нет, он довольно абстрактный, какой-то уходовый становится, даже косметический. Да, мне такое нравится. Да, кстати, вот как будто есть... мне чуть-чуть это напомнило мой аромат от Place Vendôme от Boucheron, но там грейпфрут такой яркий, а к базе прям косметическая пудра. Но у него почему-то какая-то неприятная нота в базе летом вылезает. А в этом такого нет. Очень красивая база. Но, предупреждаю, она прям такая сладенькая. Классный аромат. Я
Очень долго думала, заказывать ли мне его пробник. Бренд вообще неизвестный. Стоит он недешево, где-то в районе 20 тысяч за флакон. Опять же, да, кокос, банан, что-то такое. Вроде бы, да, но там есть нота песка. Я, конечно, не чувствую это как песок, и даже не чувствую, слава богу, это как минеральность. Я прям счастлива. Я боялась, что вылезет какая-нибудь минеральность, как это любят делать сейчас. Нет, нет, минеральности не вылезла. Стартует он, кстати, прям очень ярко бананом, каким-то апельсином, цитрусом, может даже лимоном. Есть в нем кокос, а еще есть нота, которая мне напоминает про Un Bois Vanille от Serge Lutens. Вот эта вот нота, которую я всегда считывала как нота воска. Она не звучит натурально, естественно, но она не звучит как-то противно синтетически. Наверное, вот это и называется, да, в этой пирамиде песком. В общем, мне это очень нравится. Это что-то непередаваемое. Вот если бы этого не было, это был бы просто какой-то вот очередной аромат, который такой фруктово-пюрешный, да, и который такой, ну ладно, что-то сладенькое, фруктовое. Нет. А вот эта нота его прям поднимает на новый уровень. И вот там вот прям в глубине еще чувствуется свежесть. По-моему, тут даже какие-то морские ноты заявлены. Но ни в коем случае тут нет вот какой-то такой... Я очень не люблю вот эту вот морскую ноту, как в Aqua Di от Armani. Мне не нравится она. Мне как-то неприятно ее ощущать. Не знаю почему. То есть я вообще не любитель морских нот. А вот здесь здесь какая-то свежесть есть. Да, и банан, но он вот не сказать, что он долго звучит, что он тут главный, что это аромат про банан. Яркий на старте, как это часто бывает с нотами банана. Яркий такой, вот как-то на тебя так произвел впечатление. Банановая конфета, может быть. То есть я не чувствую прям здесь, или вот как в йогурте, да, бывает пищевой ароматизатор для йогурта какого-нибудь бананового. Но она приятная. Она приятная, в этом нет какой-то вот такой вот синтетичности очень отворачивающей. Но искать здесь прям банан-банан, но нет. Мне нравится вот это в целом. Это очень необычно, это очень интересно. Я вчера в этом аромате гуляла. Мне прям нравится его шлейф. Это сразу чувствуется, что это нишевый аромат. И мне даже кажется, что он такой внесезонный. Мне даже кажется, что он будет интереснее звучать в холод. Сейчас он довольно-таки сильно смягчается, он становится каким-то таким слишком абстрактным, а вот в холод, мне кажется, у меня начинают проваливаться буквы, потому что я практикую испанский, и там некоторые буквы проваливаются. Я сейчас так делаю, мне не нравится, друзья. Вот, в общем, я думаю, что вот эта вот нота банана будет в холоде звучать подольше, а вот эта вот какая-то свежесть в нем будет более заметная. Да, придаст вот эта вот нота, которая как песком называется здесь, и свежая нота, они тоже будут ярче. В общем, мне кажется, что этот аромат будет ярче звучать в холод. Все равно очень красиво. И сейчас обязательно познакомьтесь с этим ароматом. Если вам нравятся фруктовые ароматы, если вы ищете банан, кокос, не знаю, кокос тут для меня не очевидный. Вот, так, и еще смотрите, что я заказала. Так, это гигиеническая помада, бренд RBG, и она, номером где-то написан 04, и она гигиеническая, но у нее очень необычный цвет. Давайте мы ее распакуем. Я даже стала думать, что, возможно, я отдам ее мужу. Ему нужны, бывают, гигиенические помады, но он считает, что вот должна быть косметика для мужиков. Вот если написано, что для мужиков, значит, я этим пользоваться не буду. А тут, видите, вот
как бы скажу ему, что ну, раз тут так нарисовано, то уж ну, очевидно, что это для мужиков. Нормально ведь, как думаете? Прозрачный серый. Тут вот еще есть вот такой защитный слой. Я, кстати, это тоже заказала на рандеву. Так, ну что, ты откроешься? Да, открылась. Запаха я не чувствую никакого. Ну, такое что-то очень нейтральное. Вот она. Вы видите? Она серая. Прикольно. Не буду сейчас на руку наносить, да. Мне надо руку помыть. В общем, я читала в отзывах, что она прозрачная. Я вам напишу здесь потом, как она все-таки прозрачная или нет. Мне понравилось. Кстати, я же не проверила. Говорят, что тут, да, крышечка на магните. Прикольно. И цвет такой серый. Ну, что, не подкопаешься. Как реально вариант мужской. Ну, я вообще не страдаю этими стереотипами, да, я вообще обожаю серый цвет. Просто мужчины иногда как дети, вот ей-богу, да. Вот я не буду пользоваться этой гигиенической помадой. Я не брызну этот парфюм на себя, потому что он у тебя на полке стоит. Я не брызну этот парфюм, потому что у него, смотри, какой вот он, какой-нибудь там внешне женский. Не знаю, на Keep Glazed у меня вдруг муж сказал, что флакон выглядит как женский. Хотя он из сэмпла им пользовался и по звучанию говорил, ну, вполне себе и мужской может быть, да, вполне унисекс. Вот так вот. Напишите мне, сталкиваетесь вы вот с этим вот. Вообще, все, друзья, если вы хотели про парфюмерию, то про парфюмерию я рассказала. У меня еще много новинок есть, но я буду их последовательно открывать, потому что я разорвусь, чем пользоваться. У меня здесь огромный пакет сэмплов, я еще заказала, да, будем тестировать все необычное, интересное. Вот, расскажу вам про разницу. У меня еще где-то года 2 назад спрашивали вот про разницу мужчин, я бы даже сказала, СНГшных, да, в целом, и испанских. Так как я не то чтобы, да, прям общаюсь с очень большим количеством, могу прям какую-то статистику вести, но что я заметила, да, что тут мужчины абсолютно, как и женщины, они почему-то не парятся над темой, что вот есть вот какая-то женская женственность и мужская мужественность, и надо как бы обязательно тебе доказать. То есть вот прям какие вот у нас есть тренинги, да, вот типа женственности, типа вот иди там и научись быть женщиной. Или мужчине, вот ты прям вот так вот должен себя вести, потому что вот типа это считается мужчина. А вот если ты как-то вот вдруг, да, взял флакон с полки своей жены, ну, вопросики. Вот здесь никто на эту тему вообще не запаривается в основном, то, что я вижу, да. Конечно, может быть, всегда есть какие-то другие люди особенные, но в целом я это не вижу ни по тем людям, которых я знаю, ни по... Ну, я же смотрю фильмы, в очень большом количестве смотрю фильмы. Я никогда столько испанских фильмов, испаноязычных, и вот именно сделанных в Испании испанскими режиссерами, с испанскими актерами. А вот сейчас я их много смотрю, да, в отличие от того, что было раньше. Смотрю каких-то блогеров и так далее, и я не вижу этого. Как будто бы у людей нет потребности, надобности доказывать, да, что вот ты вот ну, смотрите, вот каблуки и платья, вот я вот женственная, там как-то еще там, что там коучи советуют, или там мужские какие-то тренинги, или просто, да, какая-то вот между мужчинами даже больше это есть, что вот ты должен вот таким вот быть, там, каким-то брутальным, еще что-то, чтобы доказать. Вот здесь я этого не вижу. Я не делаю поспешных выводов, да, почему это. Надо еще посмотреть, почему. Просто как факт. Почему-то вот здесь такая история. Интересно просто, такая разница, да. Вот, друзья, все, поговорили обо всем. Я очень рада была провести с вами время. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Мой промокод в рандеву 10 Victory. Используйте, если что-то заказываете, парфюмерию, косметику. И я очень была рада
Обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.